Добрый день. Однажды я посетил интернат для сирот-инвалидов. И вот я подумал, как же этим ребятам, неискушенным в нашем современном мире, никогда не читавшим Евангелие, рассказать о Боге. В Евангелии есть притча о плевелах, сорняках и пшенице. И вот если эту притчу перефразировать на наш современный язык, то получится примерно следующее. Представим себе, что у каждого из нас есть свой огород, есть своя любимая грядка, где каждую весну мы садим помидоры, огурцы, а может быть цветочки. Но вот через некоторое время между культурными растениями вылазят сорняки. Кто их садит? Никто. Сорняки вылазят сами. Причем сорняки – это очень сильные растения. Его сломаешь, он вырастет сбоку. Его тяпкой он вылезет от корня. Они не боятся жары, их не нужно даже поливать. Они не боятся холода. Сорняки – это настолько сильные растения, что если их не выполоть, то через некоторое время они разрастутся и высосут все соки из земли. Так что культурные растения погибнут. А вот наши полезные растения, они очень слабые. Если помидор случайно сломаешь, то он сразу загнется. Их нужно поливать, их нужно защищать от холода. Мы строим даже теплицы. Но они полезные растения, мы за ними ухаживаем. Так вот, перед Богом все люди по стилю своей жизни тоже делятся на сорняки и культурные растения. У сорняков принцип жизни один – эгоизм. Бери от жизни все, говорят они. Бей, дави, хватай, воруй, дерись. Ты живешь один раз. Нужно взять от жизни все. Напротив, у культурных растений принцип жизни альтруизм. Они стараются жить ради других, помогать слабым, защищать тех, кого обижают, помогать другим, стараются нести в этот мир добро. Что происходит потом? Обычно осенью мы собираем все сорняки, складываем их в кучку и сжигаем. А вот с культурных растений мы собираем плоды, собираем семена и садим на следующий год. Вот то же самое сотворит и Господь. Евангелие говорит, что в конце веков Господь пошлет ангелов своих, и вначале они соберут всех делающих беззаконие. Вот так вот, как сорняки, сложат их в кучку и сожгут огнем неугасимым. Это будет называться адом. А вот с культурных растений, с добрых людей, тех, кто жил, старался соблюдать правила, закон или заповеди хозяина огорода, соберут плоды, бессмертные души, и посадят в жизнь будущего века. Это будет называться раем. Так вот, каждый раз, когда мы выходим в свой огород, мы можем вспомнить, что наша земля, наш мир – это тоже вот такая грядка для Господа. И каждый раз, когда мы думаем, как же нам поступить, как же выбрать, как правильно поступить, мы должны представить себе, вот кем мы хотим оказаться когда-то на страшном суде перед Богом, перед хозяином этого огорода. Сорняком или культурным растением. Всем спасибо. До встречи на уроках элементарного катехизиса.